Так. Окей. Угу. Окейушки. Окейушки. Всем привет. Всем здорово. Так. Угу. Так, пока вот так. Ну, пока сижу, жду. Попробуем поиграть в эту игру. Да, фантастики реально. Welcome to Escape Factory Demo. We have poured our hearts to creating our new game demo and are thrilled to share with you. We hope you have great time playing. To make your return and full release of Escape Factory reality, we need your help through funding on Kickstarter and supporting us on social media. Блин, они на Kickstarter еще байтят. Ну, понимаю, ладно. Так. Окей. Но выглядит это все симпатично, конечно. Капец, я призрак. Призрачный какой-то. А это как-то можно исправить? Тут, кажется, никак. Ладно. Блин, мне вот интересно, что у них в Дискорде творится. Ну, модерация там какая-то идет.
Так. Так у меня же Discord включен, не? А, он выключился. Понял. Так, давайте... А, окей. На ютубе тоже, оказывается, идет вещание. Так, полезно знать. Так, еще раз. Так, все пишут по-английски. Nonsense. Fantastic is completely honest company. Да. Окей. Окей. Ага, здесь 9 разработчиков. А настоящее число какое, интересно, фантастиков? Меня вообще сам этот факт удивил, что они... Меня вообще удивил тот факт, что они до сих пор существуют. И как давно, походу... А, сегодня вот... Так, погодите. Погодите-ка. Тут все говорят о втором шансе и так далее. Блин, тут вообще чат разрывается от сообщений на самом деле. Вы гляньте, какой вообще. Блин, забавная херня, что все пишут по-английски.
Что, прям в правилах написано, что все должны писать по-английски? Так, стойте-ка. Так. Блин. На. Ладно, давайте посмотрим на эту игру от Фантастик. Так. Есть сервера какие-нибудь, пожалуйста? Серверов нет. Ну, видимо, придется создать пароль. Ну, давайте. Вот так вот напишем. А, не пишут. Twitch Роскомнадзор закроет скоро. Привет, Рожа. Что пишут? Да всякое. Всякое пишут. Так. Вот я появился. По большей части много критики. Фантастика. Ну и, конечно же, типа, люди, ну, многие, видимо, держат нейтралитет. Говорят, что, мол, ну, типа, второй шанс, там, все дела. Так. Здраво, Тундра. Так, играем игру от Фантастиков. Окей. Я пока тут один. Если что, это публичный сервак. Можете зайти, поиграть. Да. Я, так сказать, пока подожду, посижу. Эмоция. Чат есть. Способность. Пердеж. Окей. Пердеж добавили. Пердеж. Вау. Так. Вот последняя новость по фантастикам была такая, что они типа этого вот, по сути, как будто бы ликвидировались, то есть как бы, ну, обанкротились, но, видимо, сейчас просто, ну, я не знаю, видимо, они теперь называются фантастиками 2.0 юридически, то есть, ну, могут так назвать, скорее всего. Хотя не знаю даже, действительно ли был, ну, был ли факт банкротства или нет. Просто тема с банкротством уже она такая, довольно-таки, ну... Там же все довольно-таки непросто, по-моему. То есть восстановить свой бизнес, там, ведение каких-либо дел, там же, ну, становится невозможным, если ты банкротом считаешься.
Минимум 4 игрока требуется. Ну, класс. Я, видимо, даже не смогу поиграть в эту игру. Ну ничего, подожду. Подожду. А. Так, что там еще пишут? У нас до сих пор очень хорошие отношения с издателем, и мы очень благодарны, что все сотрудничают с нами и поддерживают. Теперь же мы стараемся реализовать себя в независимых и автономных проектах. Как это? QR-код. Как это переводится? Вы приготовлены? Вы сварены? Вы приготовлены. Ну. Го я создал. Да. О мой бог, я был так опечален, что The Day Before закрылся. Это было хорошо. Надеюсь, сейчас у вас будет успех. О, нифига себе, реально чел? Реберант. Только он что-то это... А, вот он. Оседлал Реберанта. Нормально. А, нифига, прикольно. Ну-ка, давайте-ка на воротах постоим. А, щит. Вот так вот. А? Что там? Нет мультика, да. Чё? Чё? Ну, вот такая вот игра. Да. Но сижу, жду, пока появятся другие игроки. Да. Но хочу заценить, что за игра такая.
Папа, Это сами разбирайтесь, посмотри. Блин, как только я ему написал по-русски, он вышел. Блин, русофоб. Ну чё, давай сам посмотри. Он не увидел об этом, посмотри. А тут он не увидел один. я не чекать. Алар, потом папа это. Так. Ай, походу игра вообще мертвая, что ли. Ну, пока 10 минут жду, сижу. Интересно, я в российском серваке или как вообще? Ну, то есть как это? Пир-ту-пир или как соединение? То есть игроки ко мне присоединяются конкретно, да? То есть я вот на данный момент с серваком стал. Скорее всего, таким образом работает все. На данный момент. Ладненько. Так, сидим, ждем. Ну, походу, да. По большей части, как будто бы они конкретно ориентируются на, ну, на другие страны. На Россию вообще, типа, надежды никакой нету. Чисто ради галочки, видимо, добавили русский язык и вообще, ну... Да и потом, я уверен даже, что в большинстве своем именно русскоязычные игроки и игражуры и там прочие ребята, только вот эти вот из России, типа вот мы только вот хейтили игру. Ну, не только мы, скорее всего, но по большей части мы. А остальные, скорее всего, были, ну, немного снисходительнее. Тугой. Чё? Да, барнера японер. Так, hello everyone. Только вчера она открылась, оказывается. Thank you so much for accepting invitation. Feel free to share this Discord link with your friends. Привет, токарь, здорово. Что делаем?
Ну, появился повод завести подобный стрим. Тут забавная хуйня творится. Забавная хуйня из разряда фантастики, ну, возвращается. Они снова афишируются как фантастики. Фантастики 2.0 даже, я бы сказал. И вот это вот их игра. Вот то, что я сейчас играю. Лагаем, видимо. Опа. Интересно. Так, это от чего? Вижу, что трансляция именно сеть просаживается. А по причине? Какой? А, блин, из-за этой игры, что ли? А то, что я серваком стал? Не? Или что вообще? Пизда. Нет? Так у меня вроде ничего не, ну, не качается вообще. Так, ну-ка. Надо проверить кое-что. Так, загрузок тут нет. Загрузки чисто... Ну как загрузки? Тут по большей части не загрузки, а... Трансляция ОБС просто идет. Что-то я не понимаю. Ну-ка я перезапущу стрим. Подождите-ка. Нет, не из-за этого. Там просто Fortnite включенный, и там типа карта качается на ней. Я там остановил этот процесс, но все равно это херня. Так. Что именно сегодня, именно когда я запустил стрим? Вот прям ща. Надо было... Сделать чат отдельный, который не будет падать от интернета. Дефолтный Twitch чат у меня не падал при секундном обрыве. У тебя стрим каждые 5 секунд лагает, если что, ничего не понятно. Блин. Охуительно просто. Охуительно. И что может вызвать такие проблемы?
Да, я вижу, что это... Не, это конкретный интернет. Поэтому я не думаю, ну, не понимаю, что за дерьмо творится. Сейчас, ну-ка, спид-тест включу-ка. Спид-тест. Сейчас позвоню туда, и мне скажут, что у них авария или еще какая-нибудь херня, блин. Ну, как будто бы нормально все. Давай-ка я попробую сервак. Да, вот уже нормально. Окей, окей. Это, видимо, сервак чисто... Я не понял, к какому серваку мне подключил вообще. Без понятия. Но все пошло по говну полному. Куда оно мне подрубало, вообще понять не могу. Так ты не ставь автоматически. Не, ну на первое время я ставил, и как так оставил, подумал, да и хер с ним. Фантастик 2.0. Блин. Да, тебе вот так напишем. F. Ну ладно, хер с ним. Не дают мне написать фантастик. Привет, енот. Здорово. Привет, Рокс. Привет. Здорово, ребят. Любопытная херня, да. О, чел. Манагера. Кач. Йоу. Только вчера у них Дискорд появился. У фантастиков. Вот. Не, ну это в какой-то мере вызывает, как бы сказать, уважение, что они вернулись под тем же именем. Бета Альфа 2.1, да. Да. Короче, тут очень много интересного пишут. Вот эти вот сами разработчики. Вообще. Что тут происходит? Тут, конечно, очень много токсичных, типа, людей. Ну, как токсичных? Как бы, ну... Ну, по делу пишут многие. О, Вуконг, ну мама. Четко. Вуконг купил. Заму, блин, вот новый чел. Йоу. Так. Что тут у нас? Они тут, конечно, чат модерируют, удаляют какие-то особо негативные сообщения. Так, вот. Смотрите, короче.
У них сейчас есть неанонсированная игра. Неанонсированная игра есть, короче, одна. Она жанр проп-ханта будет. Но, скорее всего, это будет копия проп-найта. Они тут пишут, короче, смотрите. Мы не имеем прав на проп-найт. Но мы, типа, очень хотим вернуться с новой проп-хант игрой. И они, короче, собирают бабки на Кикстартере, ну... Ну, я не знаю, ну, я не знаю. Вуконг Юдюху уже твоя не тянет. Придется играть с масштабированно низких. Да насрать, на самом деле. В нынешних играх на минималках как будто все равно надо играть. Вообще в любых нынешних играх. Особенно мне, когда у меня, ну, просто комп. Ну, нет уже у меня компа отдельного под стрим, игры типа. То есть у меня компьютер делит нагрузка на запуск стрима и потом еще перенаправляет ресурсы на запуск игры какой-нибудь, чтобы игра игралась. Пик Киберпанк 100, Warzone 200, да, вообще бред. Ох, шитя я. Веса. Играх. Chat GPT, I fuck it up. Can you write me a plan to come back, please? And cool gamer logo, thanks. Арка вообще гигант. Сам Warzone ни хера не весит, наверное. Они же туда сюжет впихивают. Я вообще не понимаю, нахера они делают. Просто взяли бы... Ну, видимо, они как-то этого, вот, ну... То я надежду в том, что... Хотя, может быть, цифры говорят совсем обратное. То есть, когда они Warzone запускают, точнее, они скачивают игру в надежде чисто поиграть в Warzone, но потом у них появляется вдруг внезапное желание пройти кампанию и докупают. И моментальный доступ имеют к компании. Может, такая тема. Блин, и самое забавное вот во всей этой херне, вот что происходит сейчас в чате у них тут. Все же русские наверняка. Но все, сука, пишут по-английски. Ну, типа... Вот до этого я как будто бы даже знаю. Сейчас подойду. Телефон!
Так, вы там чё? Кто это? Riot Games. Йоу. Так, ты веришь фантастикам, говорит чел? Так. У них нет прав на PropNet. Зачем они опять пропхант делают, я понять не могу. Только лишь потому, что это типа изишный путь, типа самый легкий. Так. Вы там мне ничего не писали? Россия, Россия. Так.
О, третий чел. Да ладно, третий игрок появился. О. Отбил. Моя очередь стоять. Может, они футбольный симулятор сделают, а не проп-хант игру? Как вам такая идея? Я уже получаю удовольствие от футбольчика. Блин, ну я вратарь от года, или они нападающие плохие? Это у них прям так себе получается. Привет, Игорь. Занимай позицию центровой защиты. Не, я единственный вратарь. Мама. Сбивайся. Футбол клаб симулятор, да-да-да. Ща ему забью. Жестко пробью ему. Пам! Ай, блин. Оп-оп-оп. Да, я походу вряд ли поиграю в эту игру. Не, ну кто-то зайдет, я уверен. Следующие 5 минут. Так, мы уже хостим 17 минут. А если вообще в целом брать время, то где-то 30 минут. Что тут происходит? Это игра от фантастиков. От тех самых разработчиков, которые The Day Before сделали. И они афишируются как фантастики также. Так что, да. Так что, черт побери, да, надо заценить эту игру. Геймплей, да, пока что довольно-таки интересно. Меня вот волнует то, что они до сих пор... Ну, точнее, у них как будто бы команда разработчиков, ну, супер маленькая. И они единственное, что могут потянуть, вот, видимо, они вот думают. Да зачем он вышел, гандон? Вот реально. Да. О? Блин, ну вот если бы он не выходил, вот прям тут же могли бы поиграть. Ёб твою мать. Они вот самым легким путем идут, короче, фантастики. У них уже есть, как бы, ну, механики вот по проп-ханту. Вот именно проп-найт же они создали. И они просто берут и, короче, это вот... Свои старые коды налаживают на новую модель, какие-нибудь игровые. С новой какой-то, ну, не знаю, концепцией мира и все такое. И все. Вообще легко. Ну, как бы для игровой студии легко. Идут путем, ну, самого наименьшего этого сопротивления.
Если это будет обычная прop-хант игра, то я, ну, думаю, это, ну, очевидно, будет супер провал. Если это будет тот же Prop Night, к примеру, ну, я думаю, это будет так себе. Просто я уверен, что народ его, ну, раскритикует очень сильно. Вот в этом прикол. Прям очень сильно раскритикуют люди. Ты скажешь, о, блин, опять Prop Night сделали. Окей, типа. Это типа максимум, на что вы способны. Что-то в этом роде, короче, будут слова по типу. И фантастики опять из-за этого расстроятся. И так далее. Может быть, выложит какое-нибудь письмо ответное. Или просто продолжит делать контент для этой игры. Но, блин, как по мне, это, ну, трата времени и ресурсов на пустое дело какое-то. Делать очередную прop-хант игру. Если там не будет какой-то новый киллер фич и прочее, то это будет вообще голяк полный. Ну, то есть, Prop Night, он же был каким? Там Dead by Daylight объединили с Prop Hunt'ом и нормально, типа. А тут что они будут делать? Вообще без понятия. Опять шутерок сделает. Или шоу. Да. Так, давайте ему устроим позу 69. Пойду тягать кантели. Stop raping me. Да. Ой, еще один чё. Дарабануло. Ну, я думаю, сейчас точно дождемся. Этот чел меня знает, что ли? Пишет Дараба Нолан. Кто-то из чата, видимо. Или вообще, в принципе, из Якутска. Мне иногда кажется, что люди просто иногда, ну, просто узнают меня на улице. Я без понятия, как это работает, но... Я просто давненько спамлю на соцсетях Якутска. Я думаю, уже, да, действительно, люди узнают. О, нифига себе. Башня. О! Бошрок, ничего себе. О, погнали. Наконец-то, блин. Погнали. Легенда гласит, что лишь один великий таинственный человек смог выбраться из бесконечного цикла фабрики. Да. Тут даже какой-то лор есть. Что-то прям платформер? Ну, погнали. Чел уже умер. А, фак, ничего себе. Ну, побежали, побежали, нормально. Четко. А, тут мячик нужен. Чего? Ничего, все затормозило. Что это было?
Окей. Все не так просто, оказывается. Тоже стал легендой, не знал, что ты смог выбраться. Да уж. Ну, сейчас посмотрим, насколько-то легко. Блин, Riot Games уже умер там. Жестко быстро откис, чел. Так. Первый уровень пройден. А, контрольная точка. Так. Ага. Он опять умер. А! Ну, пока деремся хорошо. Не, ну на удивление, игра прикольная на самом деле. Простая платформенная механика. Ёб твою мать. Лепешка прятался. Минимализм, все дела. Прикольно довольно-таки. Он тэпнулся или показалось? Ну как-то, ну, видимо, у него пинг большой. Вы гляньте, у них какой пинг. 200, 300. Да. Падла. Ну почему игра затормозила? Ну что за говно? Блин, ёбаный рот. О, я чего? Прикиньте, я вслепую, ну, смог что-то сделать. Я только вчера сделал чистку компьютера. И чистку реестра, там всякие такие моменты. Слепую смог немую. Звучит классно. Или глухую. Окей, нормально. Блять, что за хуйня? Ну, баг, вот он. Классно. Я просто встал на голову чувака, и я тэпнулся вперед. Вот что случилось с тем чуваком. Понял, да? Хм. Не, ну игра неплохая. Фановая довольно-таки. О, ему до хера шаров надо будет отнести. Жесть. И прям с самого начала. Блин, прикольно.
Ну, погнали, погнали. Хардкорно. Ну да, кстати. Это на самом деле хорошо. А, я про шар забыл опять, ё-моё. Уехал. А, дверь-то открытая, лол. Нормально. Донесли, донесли. Easy cut, easy life. Да. А, вот чё? Блин, какой же, багованный кал, боже мой. Не, ну фантастики остаются фантастиками все-таки. Все-таки они остаются себе верны, это точно. Они остаются себе верны. Да. А я могу перезапустить? Нет, да, видимо. Да, это жестко. Our great fantastic game, bro. Да. А, блин! Че он так быстро уехал, капец? Я даже не ожидал. А, дверь-то открыта, лол. Совсем забыл. Я на голове у этого чувака еще. Просто вышел из игры. Ай, блин. Ну, неиграбельная херня оказалась. Что поделать? Да. А, блять. О, господи, что за хуйня? Ну это вообще провал, конечно. Это провал.
It's just a demo version. Да, это жестко. Так. Ща, погодите. Фантастика. Вот так вот. Да. Да, я назвал сервер место фантастика, типа пердёжтик или что-то типа того, короче. Игра слов. Блин, гандонское дерьмо. Жалко профили типа глянуть, ничего нельзя. Нет нормальной, как его, как это называется, типа синхронизация с этим, со стимом. И это печально. Блин, я проспал. Че?
Да ладно. Вообще ж непонятно, куда она бьет. Так. А он его на землю положить не может, да? А, уже... Серьезно? Забавно не выглядит. Айка. Ладно, сейчас подойду. Играй пока. Ой, блядь.
Да. Теперь давайте взглянем, что у них там. Они даже PDF-файл подготовили на этот случай. Ну, по типу рассказать о себе, что у них вообще. Фантастики 2.0. План камбэка у них, короче, типа есть. Блин. Hardware issue. Так. Фановая довольно-таки. Но ему до хера шаров надо будет отнести. А, жесть. И прям с самого начала. Блин, прикольно. Ну, погнали, погнали. Хардкорно. Ну да, кстати. Что на самом деле хорошо. Я про шар забыл опять, ё-моё. Уехал. Дверь-то открытая, лол. Да. И дверь не открывается. Вот чё? И по сути становится непроходимой хуйней. Не, ну фантастики. И потом, чтобы вот это говно обойти, тебе надо просто сервак уронить и поднять заново. Ну, короче, прикольная хуйня. Довольно-таки.
Ай. Да-да-да-да. Может, я его знаю? О, он в Arena Breakout играет. Дедра. А, подожди. Погоди. Я, может быть, путаю, но... А, не-не-не. Я вдруг подумал... Я вдруг подумал, что это он, а не он, оказывается. Не, просто ник очень знакомый. Я вот прям точно пересекался когда-то. 100%. Я, может, даже и с ним общался прям напрямую. Не, нормально. Не, ну кажется, он заходил ко мне на стримах. Thanks for bug report. Да блин, вот реально, есть еще как-то впадлу писать баг-репорты тут. The door started not opening even through 2 panels. Да, вот это вот происходит. Это вот только что мы написали. Ну вот Кэви как раз таки со мной играл. Ладненько. Короче, тут все ясно. Ну, давайте продолжим. Так, принципы фантастика 2.0. Честность. Отныне наша разработка и маркетинг будет основана на принципе честности. Мы будем строить доверие между нашим сообществом сквозь, ну типа напрямую и честной коммуникации, что-то типа такого, короче. Мы будем в открыто общаться. Так, communicating the challenges. Так, давай-ка вот это вот нормально переведем. Дипл в помощь. Мы обязуемся открыто сообщать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, не скрывать детали. Ага, окей. Все аспекты нашего маркетинга будут чисты, прозрачны и свободны от приукрашивания. Окей. Прозрачность. Мы понимаем... ну да. Мы поняли наши ошибки и... Так, окей, ну-ка. Транспарантность. Мы понимаем ошибки и отсутствие в прошлом коммуникации. Мы обязуемся обеспечить прозрачность в разработке, открыто представлять честную и полную информацию. Угу. Так, до официального релиза какого-либо продукта мы будем выпускать открытые беты для раннего тестирования, чтобы получать фидбэк. Не, ну, блин, вообще, конечно, принципы хорошие, но будут ли они их придерживаться? В особенности вот этой вот части. Ну, вот прозрачности насчет вот этого вот
выпускания какого-либо продукта в открытую бету, это, конечно, типа хорошая идея. Профессионализм. Мгм. Так, профессионализм. Мы переходим от волонтерского к подходу, основанному на профессионализме. Не понял. Мы, короче, переходим от волонтерского движения к профессионализму. Короче, типа, скиллуха поднялась и идем, короче, типа, ну, такому, да. Наша цель — привлечь профессионалов, специалистов в отрасли, повысить квалификацию уже работающих сотрудников. Окей. Короче, волонтеров больше не берем, да, типа говорят. Мы будем постоянно повышать все стандарты и практики, чтобы стать компанией, которая заслужит наше доверие. Понятно, понятно. Дальше что-то про бренд. Миссия видения. Так, активное увлечение сообщества, процесс разработки будет посредством регулярных обновлений и обратной связи мероприятий сообщества в Discord, других платформах. Ключевой целью является стремление создать высококачественные инновационные игры, которые... Какая у них киллер фича будет в Проб-ханте? Не представляю. Снова создавать ту же самую игру, я думаю, это будет провалом. Такое себе. Мы представляем нашу новую миссию, введение которой означает следующую главу в развитии фантастики. Наша миссия сосредоточена на предоставлении высококачественного игрового опыта, сочетающегося инноваций. Окей, понимаю. План восстановления. А сайт-то существует? Кикстартер. Ну, не знаю даже, поддержит их на Кикстартере или нет. $382 закинули. Прогрев Гоев. Или же нет? Да. 29 дней осталось. Блин, очень сомнительно, что у них хватит времени. Разве что какой-нибудь там прям супер богатый меценат зайдет и вдруг закинет им full прайс. Так, YouTube у них даже есть. Они мерч продают. Фантастик. Back to win. Охуеть цена. 2150 бат. Ой, блин. Такое себе. Коттон. Стопроцентный хлопок. Да. $22 тысячи подписчиков.
Ладно, надо следить за этим. Посмотрим. Все-таки любопытно, что из этого всего выйдет. Друг. Да. Народ прям... полностью мотивированы. Не, ну, вообще, конечно, надеюсь, что у них все получится на самом деле. Но покупать что-либо у них я, конечно, не буду. Поиграть-то поиграю бесплатно. А потом уже, если там будет все окей, то, конечно, что-то туда куплю. А так вот. Ну, я не знаю. Free-to-play должна быть у них игрушка. 100%. Инновационная игра в Prop Hunt жанра. Что это за игра может быть? Инновационная игра в Prop Hunt жанра. Ну, это точно не ДБД должно быть 100%. Если это опять же будет ДБД, то вот это пиздеж инновационный. Это точно не инновация, я бы сказал. Так. Вот это вот прикольная игра. Простая, крутая. Так. Блин, я забыл как. Правая мышка.
Крюк-кошка. Чё делает? Первая цель. Блин, дерьмо. Гибель. Ну, давай. Блин. Да ёб твою мать. Одну хп. Проклятые враги. Полная херня. Минус одна перезарядка. Ну, круто. Да, у меня шансов не было вообще 0. Так. Угу. Окей, нормально. О, вот эта тема. Хорошо. Так, давайте-ка дождемся их прихода. Блин. Прикольно. Я так могу, ничего себе.
Окей. Минус 2 перезарядки. О, сюда. Кайф. Блин, что-то я переборщил. Поторопился, я бы сказал. Да ёпта мать. А, я забыл, что я могу его поменять местами с собой. Не, ну музон, конечно, прям огонь. Окей. Так, дымовая шашка. Ага. Так, вот это вот беру. Хадукина беру. Топ-тема. Блин. Ах ты сволочь. Нормально, четко. Минус 2 перезарядки. Так. Лук. Блин. А, говно. Да блин, как так-то? Так. Угу. Нормально. Да блин. Попался по дороге.
Выполняет удар дважды. Плюс 4 перезарядки. Многовато. Минус 1 перезарядка. Вот это пойдет. Да блин! А, ёб твою мать. Как я под это говно попался. Угу. Да блин, ну сука. Ну классно. Фул урон получил. Плюс урон. Так, это обязательно беру. Блять. А я это никак не задефаю, да? Пришлось карточку использовать. Так, плюс ронная перезарядка. Ну, давай до 4 поднимем. Черт с ним. Улучшение чар, перезарядки. О, вот это хорошо. Минус 2 перезарядки. Нормально. Делает рывок. Вперед. Давай так.
Да бля. Да вы прикалываетесь нахуй. Да пизду. В лагере. Плашка. Леденящая комбо. Навык. Ну, давайте копить. Так, че?
Так. Угу. Хорошо. Блин, ты чё, тварь? Друг, здорово. Все разработчики Якутска объединялись прогревать Гоев. Ну, ты сказал тоже. Не все же из фантастиков. Может, тогда вся Россия делает смуту, тогда уж по твоей логике. Всей, сука, России же его делали, правильно? Да. Если же говорить именно касательно фантастиков, то у них, конечно, я игру никогда покупать не буду. Ну, как тебе сказать, очередной скам от фантастиков. Привет, Скар, здорово. Ну, про смуту молчу. Окей. Нормально. Ибо было понятно, что будет распил бюджета, как оно и получилось. Блин, что, стрим лагает, что ли? Бля, заебал, что происходит? А, кодировщик перегружен. Сейчас перезапущу стрим. Максимальный уровень улучшения. Лучше ничего. Давай сюда. Так, максимальный уровень. Да. Все, спасибо, что сказала. Так, плюс монета. Похилимся. Прокачка на максимальный уровень. Гостриконтроллером. Наверное, нормально. Побольше бы вот таких вот контролеров. В том плане, что, ну, иногда бывает часто, что так вот люди заходят и видят, что стрим тормозит, и потом как бы говорят, типа, ну, я думал, так и должно быть. Или типа того, знаешь. Так. А, я могу... Блин, не, давайте тратиться пока не будем. Пойдемте дальше. Но я вот одного не понимаю. Ладно, короче, типа это... Но какой смысл делать очередной прop-хант игру?
чем будет его инновационность и так далее. Я так почитал их этот, как называется, документ по плану восстановления фантастика, типа. Ну, скажем так, ну, сомнительно, короче. Очень сомнительно. Сомнительно именно, что в плане, ну, выполнимости этого плана, так скажем. Как по мне делают Fall Guys на минималках? Не, ну Factory это понятно. Ну и честно сказать, она довольно-таки... Ну не будь она такой забагованной, я бы даже сказал, что выглядит довольно-таки симпатично. На самом деле. Но она просто неиграбельна за счет этих багов безумных. Я сейчас вот просто попробовал поиграть. Это, конечно, демо пока что. И такого рода, типа, ну, тут, короче, какая штука. Они, типа, говорят, что это демо, и сейчас, ну, критиковать эту игру, ну, типа, смысла ноль, там, прочее, потом доработать и так далее. Ну, я не знаю. Пока, ну, играя в эту игру, демку, поначалу получал приятный игровой опыт, а потом уже, ну, какой-то кал начался. Было так себе. Так, плюс урон. Вот это мне нравится. Хотя давай-ка... Потом ранний доступ и холба. Также из-за сета сделали дроп на Steam. Ну я не сказал бы, что эта игра конкретно из-за сетов. Странно было бы говорить так. В том плане, что такую игру, ну, вполне себе вероятно можно сделать своими руками, господи. Почему из-за сетов-то? Все-таки критику надо делать какую-то конструктивную. Вот, ну, серьезно. Что бы они ни сделали, типа, теперь все из-за сетов. Ну, полная же хуйня, не? Подобного рода утверждения. Не так красиво, чисто серо-белые. Я в Unity делаю подобную фиговину за недельку, и не так красиво, чисто серо-белое, все на более-менее грабельно, но я для себя практикуюсь, но понимаю, что база YouTube многому не научится, нужна опытная работяга. Это понятно, это понятно. Давно не пьешь? Я не алкаш. Сейчас вообще, ну, такой возможности нет. Ну, в плане того, что рано просыпаемся. Каждый раз надо сына в школу отвозить. Да и сейчас денег нет. Поэтому, увы, такого удовольствия мне не этого. Мне не светит. Так, давайте улучшение урона пойдем.
Плюс урон. Подлый удар, если удар нанесен врагу в спину. Ага. Не, ну в принципе давай это возьму. Как будто бы эта тема намного лучше. Угу. Так, счастливая Кося. А, смысла нет. Блин. Блять, что я наделал? Умение перезаряжается. Окей. Плюс перезарядка, плюс урон. Да, если... Не понял. О, вот это мне, да? Вот это и сюда. Ёбана. Окей. Фак. Ага, нормально. Так, окей. Блин, вот это вот прикольная игра.
супер годная. На стукин сын. Блин, надо было карточку использовать. Не знаю, зачем я его типа коплю. Ага. Да блин, черт. Дает щит. Давайте, мне щит нужен. Ай, блин, а как отсюда выбираться уже? Так. Так. Окей. Так, минус перезарядочка. Ну, походу. Да. А мне ничего не осталось вообще. Ни одной карточки. Ладно, что там лагерем. Так. Леденящая комбо какое-то открыл. Разворот. А, блядь, ну охуенно.
Не знаю даже, что это такое. А, вот такой разворот, ничего себе. Блин, супер годная тема. Окей. Окей. Luz PHK, hello. It's been a while. Блин. You was in... Oh, you was in May. Oh, okay. Hello. Nice to meet you. Where do you live? I live in Yakutsk. Yakutsk city.
Okay. Write down. Okay, one sec. One sec. Wait. Shit. Так. Якутск. Блин, гандон. Не то сделал. Так, плюс урон. Окей. I like Werewolf. I like it too, yes. I live in Thailand for 1 year, and I really miss to Yakutsk City. Yeah. Okay. Do you play this game? Oh, pizda. Идеально, да. Плюс урон. Okay, nice. No, never. Pretty cool game. How to
describe this game? I don't know even. Are you a Muslim? I wonder. Forgot it's been a while. No, I'm not Muslim. You say it because of my beard or what? Muslim. Принял ислам. Just wonder. Oh. No. I think I don't have religion. Do you have a horse? No. I live in city, and it's like I don't know, just a usual life in city. You think? I think you live in city too. Я потел гантели, время для 4 яиц хлеба. Ну, мало. Так. Плюс урончик. Давай. No. Yakutsk is close to Mongolia, where Mongolia is famous by... No fucking way. It's not close to Mongolia. What Yakutsk are you looking? Как это будет? China is close to Mongolia. Vladivostok city is close to Mongolia. No. Vladivostok is not close. Maybe Kazakhstan is close, yes. Швыртать плашку. Восточная часть Китая достаточно близко. Угу. Ну, типа не вся, ну не весь Китай, конечно, но у них же прям исторически так сложилось, что у них проблемы с монголами прям жесткие. How did you find Thailand? What a stupid question. We live in internet era. On the map, yes.
Google Map, I think. Блин. Угу. Может, он о том, как тебе Таиланд? Не, он же прям конкретно спрашивает, как ты нашел Таиланд. Didn't you travel to Thailand seriously? You said for 1 year was in Thailand? How did you find Thailand? Типа, каким тебе показался Таиланд, типа, будет, скорее всего, правильно прочитать это сообщение. Что-то в этом роде. It's not bad country, actually, but it's too expensive. It's really expensive. But I think USA is more expensive than Thailand, for sure. Блин. Да даже с учетом наличия квартиры все равно было бы дорого, наверное. Я почему-то в этом уверен. А чё, откуда? Yusuf, where are you from? Algeria.
А. А. Окей. Ёпта. Так. Максимальный уровень. Нормально. Ладно, сграм. Дурак, блядь. Так. Ага. Окей, найс. My son is not here. He mean. But he is kinda stupid, man. Окей, неплохо. Окей, муртаду. Нормально, до сюда я не доходил ни разу. Блин, дерьма кусок. Да ёб твою мать. Какого после?
Нихера себе. О! Swimming. I'm thinking about go to swim maybe about 3 years or 4 years. Yeah. Нормально. Средиземном море, да? Так. Бля.
О, это было жестко. Э, Окей. Найс. Так. Улучшение урона. Плюс урон. Так. Окей. Что это? Ожидание дополнительной скорости зарядка плашек голосового прямо. Но у меня нет денег. Not enough money. Я полную херню сделал. А что я тут сделал вообще ничего? Угу. Окей.
Так. Окей. Хоп. Найс. Smart enough. Так. Паршиво, бля. Да. Синоби. Ронин? Ничего себе. Может толкнуть врага перед собой, шагнув вперед. Прикольно. Прикольно.
Окей. Неплохой герой. Будем смотреть. Прикольно. Слушайте, нормально. Найс. Окей. Very nice. Так. Херня. Я вот не понимаю, что это такое, но давай попробуем вот с этой херней. Максимальный уровень улучшения. Магазин комбо. Давай. Плашки, использованные для комбо убийств, превышаются на 4. Чё? Так, погнали сюда. Я вообще не понял, как эта хуйня работает. Окей. Разворот, теневой рывок. Вот это нормальная тема, да, беру. Очень мобильный такой получился чел.
А, бля. Окей. Минус одна перезарядка. Если на прилегающих... Я вообще не понимаю. Один урон от ударной волны. Вообще не понимаю. Вот это вот как будто бы должен тогда... Или как? Вообще не понимаю. Don't understand. О, окей. Найс. Минус 3 перезарядки. Враги убиты с помощью комбо, роняя дополнительную монету. Бля, этот сраный лунный порт будет вообще полной жопой. Мне так кажется. Так, чё? Да.
В смысле рядом со мной вот так вот урон наносит? Ну, однако, бля. Сукин ты сын дерьма вонючего, падла, паскуда. Окей. Минус перезарядка. Окей, окей, вот это я беру. Вот сюда. Ага. Найс. А? А, чё?
Окей. Ага. Cool. Very cool. Минус урон. Перезарядка. It's okay, it's okay. Так. А, вот так, что ли? Ничего себе. Блять, надо было его сразу толкнуть. А, он... окей, нормально. Окей. Как и планировал. Скажем. Так. Так, урон.
Окей. Так. Сейчас как можно сделать? Получается, он отходит назад. Угу. Вот так, да. Найс. Блин, вот это прикольно. Комбо убийство двух людей, когда убиваешь, получается. Понял, вот только дошло, что такое комбо убийство. Окей. 2 урона, но 3 перезарядки. Как будто бы вот это вот сюда. Но в то же время выживаемость у меня жестко падает тогда. Но предложение слишком выгодное. По правде сказать. Сволочь мелкая. Щит. Неплохо. Святилище удачи превращает одну выбранную плашку в другую, все улучшения также меняются случайно. Нихуя.
О, вот это хорошо. М. Как будто бы должно сработать. Оп, оп, оп. Бля, пизда. Не-не-не, не сработал. Хуйня получилась. Что-то я недооценил силу яда. Так, минус перезарядками, да? Мой клан. А? Не пон. Ага, он, короче, видимо, просто всегда стоит на месте и атакует рандомные атаки.
Окей, нормально. Так. Проклятие. Проклятые враги получают двойной урон с следующего удара. Дополнительная ячейка предмета. Это нормальная тема. А, он проклинает врага, что ли, типа? Ну... Слушай, неплохо. Окей, так. Так. Ага, найс. Блин, вот эту мразь надо убить как можно быстрее. Бля. Супер мега насрал. Ловушка. Теневая камера. Ну, перезарядка маленькая, хорошая. Коварство мамуси. Мамуся. Так, сейчас подойду. Ой.
Да, блядь. Да, нахуй. Так. Чего врубить-то? На самом деле, давненько хочется врубить Devil May Cry. На самом деле. Ну, это прям отдельно прям темой надо бы врубить эту тему. Эту тему надо бы врубить отдельно темой, да. Прям марафон Devil May Cry устроить. Так, а если же не так, то... Что я могу сейчас поиграть? Что я могу сейчас поиграть? Окей, давайте попробуем кое-что. Сосал.
Так. Интересно, эта игра есть? Да, нифига себе. Есть на Твиче. Jitsu Games. Game Apps. Нихера себе. Да ладно. Прям в стиле второго GTA. Rustler. Grand Theft Horse. Так, в общем, можно угонять лошадей и продавать их. Можно стрелять из арбалета и можно драться на мечах. Нормально. Растлер. Окей. Так. Ну, хули. Погнали. Без ограничений применить. Ну. Игра. Ладно, можно начать, я думаю, просто. Да, тяжелый. Выберите режим управления, ориентированный экран. Рекомендуем. Ориентированный на мышь. Ну это full call. То есть я V нажимаю, он просто за мышкой следует. Нажмите F9, чтобы быстро загрузить, перезапустить квест. О, ничего себе, нормально. Кто-то намелится. Jitsu Games, представляю. Растлер. А как эта игра мимо меня прошла? Там еще пенис был нарисован на этом. Блин, надо было этот в субтитрах включить. Или он есть? Это Хорс. Ванитас. Блин, жесткая пьянка была то ли че. Или вот это прямо из ролика началось. Черт возьми, моя голова. Похоже, я натворил дело, когда был пьян. Так, ты справишься. Тихо, не спеша, левое, правое, левое, правое. Ага, да. Ходим, нормально. Мне нужно выпить 1 глоток или 5. Почему здесь так шумно? Так, под баром бутылку. Здоровье восстановлено. Вот ты где, засранец. Ты думаешь, что закинь корову на мою крышу была забавная идея? Сейчас тебе не будет... Тебе будет не до смеха. Как это мы сделали? Ты даже не представляешь, как громко ты только что подписал свой смертный приговор.
А, так, блок ПКМ. Ага. Нажмите ПКМ перед атакой врага, чтобы парировать. О, парирование даже есть. Ничего себе. Так, ну-ка. Привет, Дмитрий. Здорово. На, лежай. Хорошо, хорошо, я сильно извиняюсь. Корове там даже лучше. Черт, я опаздывал на встречу с шефом. Нажмите шеф. Ага. Да ладно. Скорая помощь даже есть. Так, выберите режим езды. Ориентированный на коня. Ага. Только не блевань, только не блевань. Так, отправились на встречу. Так, просто следуем за стрелочкой. Блин, так-то прикольно, слушайте. Управление хорошо сделали, лошади. А как эта игра не стала популярной или чё? Как она так мимо меня прошла, вообще не понимаю. Это же, блин, реально GTA в средневековье. Капец рофл. Гай, ты идиот, ты опоздал. У меня были кое-какие личные проблемы. Да, конечно, проблемы стоят передо мной. У Бади тоже похмелье? У меня нет времени на это дерьмо. Я хочу, чтобы ты украл лошадь одного рыцаря, он остановился в городской гостинице. Перекрась коня и доставь его в стойло, Бади. Перекрась. Перекрась, блядь. Слушайте, это прям мощно. О. Растлер называется. Так, погодите, тут консоль появляется, надо бы это... Так, тогда... Угу. Так, это что такое? Ты не можешь подбирать предмет во время... А, подожди. А, это что, типа... Вы подобрали подкову, соберите больше подков, чтобы получить дополнительные очки навыков и разблокировать достижения. Вот. Соберите 4, чтобы заработать навык. Хопытник. Так, что по карте? Ага. Я... Полицейский? Ёпта. Я чисто проверить хотел, типа, собью или я человек или нет. No. Так. А, блин, я упал. Все, я убежал. Убежал. Нормально. Так, угоняем рыцарскую лошадь. Эй, это моя лошадь, урод.
Приора. Приора. Так. Слушай, она прям быстрее, да? Реально приора, блин. Ну, а это что за крутая лошадь? Ай-яй-яй, не убивай, не убивай. Я спрятанную лошадь какую-то крутую нашел. Блин, да не убивайте, суки! Пизда мне, походу. Да не убивайте вы лошадь, вы прикалываетесь, что ли? Потрачено, ебать. Потрачено, реально. Потрачено. А, в смысле, я прям с самого начала? Нифига себе. Слушайте, это прям жесткая игра. Давайте я типа радио включил. Так, давайте-ка я крутую лошадь возьму. А че они дерутся? Ну вот и все, ёпта. Устроили не тут. Таньконь. А, это наоборот медленная такая. Ну типа, да, прям бронированная вся. Понял, да? Ну, наверное, она, кстати, много урона наносит при столкновении. А, еще прикол в том, что я прямо на этого полицейского заехал. Ну, не так, чтобы много. Нормально. Так, погодите, арбалет. Не хватает денег, чтобы купить арбалет. Блин, а он почем, интересно? Да. А я могу его грохнуть? Так, убегаем на пешочком. О, полицейская лошадь. Беру. Быстряк. Нихера. О, вот эта тема. Все, скачем. Блин, музыка... Вот со звуком, если бы не поработали, еще лучше. Был бы вообще огонь. Ну, не знаю, типа... Прикрутили бы какое-нибудь радио. Мигалки же на лошадях есть, лол. Радио на лошадь тоже можно нацепить, вообще было бы уматно. Вау, это было быстро. Нет проблем, если хочешь избавиться. Доставь украденного лошадь. Окей. Все, лошадь украли. Блин, как же это неприятно. Ага. Кого я вижу? Сам хозяин еле на ногах стоит. Не кричи, черт возьми. Что, похмелье мне бы помогла великолепная медовуха. Смотри, что я нашел в одном из карманов седла. Приглашение на большой турнир. Жаль, что я не умею читать. Не нужно уметь читать, чтобы понять, что в этом турнире можно выиграть половину королевства и руку прекрасной принцессы. Да, но это только для голубокровых сосунков. Мы не дворяне. Если только у меня есть идея, встретимся завтра и что-нибудь придумаем. Я думаю, чтобы сохранить игру. А, тут сохранение вот прям... Окей, прикольно. Это его жена?
Стоять. Ты напился, как будто сегодня день рождения короля. И думаешь, что можешь просто прийти домой и завалиться спать? Поле само себя не спашет. Боже, мама не кричи. А, это его мама. Так, возьми плужную тележку. Ёпта, придется работать. Нам типа мама платит деньги за то, что мы работаем над полем? Прикольно. Ладно, хрен с ним, достаточно. Мне действительно нужно поспать. Ну, давай нормально поделаем. Подожди. Нет, больше не остается следа. Доступно улучшение, кстати. Квест выполнен. Так, битва, дальний бой, верховая езда. Гай может подбирать предметы верхом на лошади. Барды стоят... А смысл брать этих бардов? Арбалет, перезарядка. Не, ну вот это вот как будто бы топ-тема. Уровень розыска падает быстрее, когда Гай остается в лесистой местности. Здоровье лошадей восстанавливается на 10% быстрее. Брошенная какашка замедляет врагов на день. Как дерьмом можно кидаться? Что? Следующий уровень смертельно. Так. Что? Что-то я не так понял, оказывается. Ладно. Ну, как бы то ни было, скидка. Да вот это надо брать. Конечно. 2 очка на око. Максимальный урон на 5. Давай вот это. Особенности национальной охоты на рыцарей. Гай, а что если я тебе скажу, что ты можешь принять участие в большом турнире? Скажу, что ты балабол. Послушай, ты самый крутой ублюдок в королевстве, поэтому я знаю, что ты победишь этих жалких рыцарьков. Я работаю над планом, но сначала поезжай к шефу, он тебя искал, что-то там срочно. Найди меня позже у моста, используй факел, сегодня здесь чертовски темно. Окей. Поезжай к Хербу. Да блин. Я врезался в домик. Да блин. Авария. Так, сорян.
Тут левостороннее или... А, левостороннее движение. Ну, правостороннее скорее, ну, я не знаю. У меня для тебя есть работа. Я хочу, чтобы ты разобрался с одним рыцарем, и он разбил лагерь в ближайшем лесу. Избавься от него. Зачем? Сейчас сезон охоты на рыцаря. Не задавайся лишних вопросов, Гай. Для этого дела на одних кулаков тебе может недостаточно. Ну, арбалет, ло. Так, выслав 3 манекена. Блин, походу навык перезарядки надо брать. Отлично, ты убил манекенов, теперь убей рыцаря. Логика. Мои люди поставили повозку для трупа возле его лагеря. Труп нужно отвезти могильщику. Так, плюс боеприпасы. Окей, пойдемте разберемся. Ну, какие-то шумы еще ублюдские. А, с лошади тоже может стрелять, ничего себе. Так, я рядом. Ладно, это должен быть он. Ты кто такой? Я тебя не звал, иди отсюда. Предупреждаю тебя, не подходи. Хорошо. Что за... Ты только что убил моего... Если я... Я хотел убить тебя. А, черт. Да это невозможно перезарядить. О, нормально. Да, тут собака. Да ебать, а как? Так, погоди ты, погоди ты. Вот же сволочь. Он бегает, 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 бегает. На, держи. Ага, открылся в последний момент. Меч, 72 золота, 15 золота. Неплохо, богато, богато. А как? Тут написано, ну, факел, веточка. На топье рога. А, контрол. Вот оно что. Так, использовать повозку. Так, сейчас возьму лошадь, поехали. Я вот реально не недоумеваю от того факта, что эта игра, ну, не такая уж популярная. Теперь могильщику. Ну, была, по крайней мере. Игра-то, по идее, старая, не такая уж свежая. Вот косяки всякие со звуком. Ёб твою мать, человека насмерть переехал. Офигенный музон.
Ничего не сказал. Серьезно? Одна моя лошадь умерла. Ебрить. Может, я смогу пешком как-то, ну, спрятаться? А, ёпта, нифига себе, от ударов мечом повозка ломается. Использовано 130 золота? Ничего себе. Возьмите, так, прокатись по нему, будет не против. То есть, если бы у меня денег не было, то я бы начал заново. А так, за деньги я с контрольной точки могу начать. А, и то это контрольная точка такая, да? Блин, я свою лошадь чуть не убил. А мне вот какой смысл платить барду? Чтобы он со мной ездил или как? А, меня чуть не переехали, я чуть не сдох. Да тупая. Надписи всякие, типа граффити. Блин, какое прекрасное тело ты мне привез. Еще теплое, как всегда. Похоронить и забыть? И без вопросов. Конечно. Если хочешь подработать, запрыгивай в свою повозку, привези мне еще трупов. 200 золота. Ну что себе. Получено 4 очков навыка. Доступно 4. Ага. Ладно. Так, больше золота. Надо бы медовухи выпить. Пойдем через город. Средневековые боевые искусства. Пимпахорс. Пимпахорс. Мы хотим тебя в армию короля. Нахуй короля. Ну, жестко. Угу. Поел курицы, нормально.
Да блин, криминал заметили. Уровень поиск. Листовки розыска снял. И розыск снизился. Прикольно. Так, ну попу вроде не видит. Попробую угнать одну лошадку. Бегун. Шустрый, походу. Ну такой. Парень, который знает парня. Гай, мы должны перейти этот чертов мост. Это единственный путь к столице и большому турниру. И как ты хочешь это сделать? Только дворяне имеют право пересекать мост. Я знаю парня, который знает парня. Он волшебник, может подделать любой документ, даже свидетельство дворянства. Мы могли бы пересечь мост и выиграть большой турнир. Держу пари, ничего не выйдет. Заткнись, умник. Просто найди Джона, он бард, и он отвезет тебя к фальсификатору. Также возьми меч и еще щит. Мне такое чувство, что это тебе поможет понадобиться, когда рядом будет Джон. Бард по имени Джон. Уже утро наступило. Интересно. Битбокс, Бард. Так, припарковались. Представь, нет никакого края. Заткнись, чертова матери, еретик. Фак. Это была довольно сложная публика. Ты за автографом? Я хочу, чтобы ты отвел меня к классификатору. Это он Барт, который трахнул мою жену. Слава богу, я пьян. Да вы прикалываетесь? Блин, может арбалет достать? На нахуй. Жестко. Бля, не лучший мой день. И вот второй раз, когда я спасаю твою задницу. И по этой причине я отведу тебя к классификатору. За мелкую плату. Плата? Ты давно к стоматологу ходил? И я не просил помощи, кроме того... Чё? Выпивка, еда не бесплатно. Ну и уже эта песня. Ударь базу, что смеюсь. Вот, теперь с музычкой. Нормально. Вот он Барт, который украл лютню, взять его. Если в этом городе кто-нибудь, кто не желает твоей смерти, найди в городе разыскные лесовки. Они развешаны везде, эти идиоты забудут о нас, если мы их порвем. Ебучий рот. Не, ну это реально GTA 2 прям в натуре. А как жить-то в этой жизни, если меня убивают? Отлично. Андрей Горохов, спасибо за фоллоу. Спасибо за подписку. Что за жесть, а куда деваться? Не, мне хана, бля, потрачено. Потрачено. А что если я отменю квест? Мне бабки... Хотя, для чего мне еще бабки? Черту страж, появляющийся прямо из-под земли отрывка. Так, окей.
И все, реально. Я прям перед ним сорвал эту листовку. Так, что это у нас? Щит, меч, копье. Слушайте, а копье, наверное, имба. 40 золотых, ничего себе. Да садись, поехали. Ага, хорошо проинформированный человек в поисках моих навыков. Чем я могу помочь? Мне нужно поделать свидетельство о дворянстве. Сразу помогу вам в вашем проекте. Это будет по итогам 5000 монет. 5000, ё-моё. 5000 я даже не могу сосчитать до этого числа. Искусство никогда не бывает дешевым. Но я верю, что ты находчивый парень. Вы справитесь. Где я, черт возьми, найду 5000 монет? Это когда-нибудь слышал о торговце сплетни? У него всегда есть несколько полезных советов. Еще священник говорят, что ему нужна хорошо оплачиваемая помощь. Не говоря уже о ростовщике, у которого могут быть интересные задачи. Окей. Так, перезарядка. Что творится в геймдеве? Ну, слышал про фантастиков? Вот, фантастики вернулись. Да, камбэкнулись. И создали игру. Создают, по крайней мере. Ну, я правда... Не, ну, короче, сомнительно очень. У них в Дискорд-канале прям... Тенслу, спасибо за фоллоу. У них в Дискорд-канале сейчас вообще творится какая-то дичь. В плане того, что, ну... Короче, там типа говорят, да, опять типа собираться наебать, там тому прочее, так далее, вот это вот все. Ну, это как бы, ну, очевидно, что так будет. Но, по крайней мере, они все продолжают говорить, что все будет окей, все будет хорошо. У них даже PDF-файл есть, в котором написан план восстановления и так далее. Но я малость не понимаю того, что... Ну как они хотят это все организовать? В плане того, что... Я поиграл в их новую игру. Что-то там Factory Escape, или как он там называется? Да, Escape Factory называется игра. Вот она. Сейчас я покажу даже. Она онлайновая, кооперативная игра. Но... Короче, как бы сказать. Она очень сырая. То есть, ну, дело не в визуале и там прочее, а именно в багах. Я пытался сегодня играть, но это вообще жопа была. Жесткая жопа. Было очень тяжко. Вот, к какому-то чельку зашел. Так.
Где это? Где что? Музыка, что ли? А, это мне с плеера. И, ну, всякие звуки вот из этой игры. Escape Factory. Play Factory Escape, наверное. Нет, такой игры нету, прикинь. Такой игры нет. В категориях Твича. Или где это мы находимся? Ну, это типа комната ожидания других игроков. Ждем, пока другие появятся. Вот в этом ее главный минус, в том, что игра не начинается, пока не наберется 4 человека. Тут, как правило, все, ну, не хотят долго ждать и просто берут и, ну, дропают это все. Очень быстро выходит. О, давайте вот, китайцам зайдем. Ну, нормально. О, сейчас поиграем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не понял, блядь. А я где? Это я? Я им не управляю, если что. У меня пинг 144. А, я застрял в нем. Ё-моё, прикольно, прикольно. Понимаю. Так, Лард помер. Угу. Так, они все померли, вся надежда на меня. Так, стопашечка. Да. Сорян, ребят. Я что-то не... Ну, как-то... Я хз, что я сделал. Нормально. Все бы такие. Сейчас справимся. Да господи. Я успевал прям. Так. Ну вот, короче, это вот существенный баг номер 1. Вот все, что вы сейчас видите. Вот эти вот двери не должны быть открыты. Но они открыты. Вот баг номер 2 здесь. Но... Короче, если вы уже успели положить 2 шара, но умерли, да? То дальше вот эта дверь, она будет находиться закрытой. Но после того, как вы положите 2 шара, оно должно оставаться открытым. Ну как бы. Ну то есть...
Когда вы умираете, начинаете с контрольной точки, то все шары должны вернуться своим гнездам, я так думаю, и так далее. Но тут, короче, не так. Или это не баг, или это так должно быть, я вот не понимаю. Если так подумать, как будто бы так задумано, но в то же время, например, вот эта дверь, она была забагованной. То есть два шара стояли вот тут, в гнездах, и это не давало нам пройти дальше. Так как гнезда уже были заняты, и, ну, там никак не сделать так, чтобы двери открылись. Херня какая-то, короче. Сука, ждет меня. Окей. Все, открылись. Ага. До контрольной точки дошли. Но у нас одна жизнь всего. Это плохо. Но игра на самом деле по своей задумке неплохая. То есть это вот прям платформер с видом сверху. По сути такая челленджовая игра, как, например, тот же Chained Together, там Only Up. Ну в этом смысле она типа такая хардкорная, вызывает, ну типа делающая вызов игра, типа так скажем. Что за покемоны? Это игра от Фантастиков. Помнишь Фантастиков? Его все помнят. В особенности в Якутске. Фантастики все еще существуют, они не закрыты. Да. Так, ну что там? Стоит, блин. Кто стоит? Кого ждет? Им сюда надо добавить какую-нибудь херню, которая отвечает за АФК или что-то в этом роде. Другие типа игроки будут кошмарить других игроков. Короче, игроки будут кошмарить игроков, стоя на АФК. 100%. Игра окончена. Да блять. И чё, где шар? А, появился. Чё он машет? Блин, сходи за мячиком. А, тут челы есть? Ничего себе. Да уж, эта игра, конечно, прям... То ли с серваками беда, то ли что, я вообще не понять могу. Я его вообще не вижу.
Ну, блеск я его вообще не вижу. Он тут вообще? Нет, он там остался. Вот он. Офигеть, дошли, ничего себе. Так, ну сейчас этого бага не было, кстати говоря. Сейчас все работало. Угу. Так, и этот баг тоже пропал. Когда, короче, едешь на платформе, залезаешь вот так вот на челика, то там случалась такая тема, что, ну... игрок отлетал почему-то на край платформы. Что за игра? Игра от Фантастика, Форсан. Фантастики все еще существует, ты знал? Ты-то в курсе, нет? А, ну да, вот так вот, блин, фантастики живы. Охуеть не встать. Лол, ты чей их амбассадор теперь? Не. Просто показываю игру. Факт то, что вот фантастики живы. И что за игру они выкатили. И, короче, они... Вот есть эта игра, да? Устройся к ним, брат, Да они меня не возьмут. Они меня не возьмут. и сделай норм. Они же там сами по себе типа такие. Не берут новых людей и так далее. У них типа... Они что там написали? Мы отошли от волонтерского движения. Ну, типа, ну, к профессионализму. Что-то в этом роде, короче, там было написано. У них, сука, целый план есть, если что. Если ты не знал, короче, смотри. У них, сука, есть план. Так, фантастик. Все заслуживают второй шанс. Так, смотрим план, короче. Я видел ужин за 12к зеленых. В смысле, где ты видел? Как люди из фантастика на 12к зеленых кушают? Короче, вот они такие, типа. Фантастик Ужин 2.0. все за 12 тысяч. А, ужин все, значит, ну охуенно, блядь. Фантастик, вот. Честность, прозрачность, Еще профессионализм. Да, мерч еще, блядь. Не, ну мерч это просто отдельная хуйня, это просто пиздец. Ёбаный рот это, блядь. 2000... А! Еще на 2 бата снизили. Блин. От царского плеча. Вот снизили нам, типа, 2 бата. 2 бата снизили. А было 2150 бат. Теперь 48. Глядишь, может быть, завтра уже будет 46 или 45. Ну, 2145. Так что, да. Пока не стоит спешить с покупкой, это точно. Back to win, блин. Бля, какой же это кринж, нахуй. Они еще продают мерч, зачем, не понимаю. Они столько всяких этих, ну, стараются
создать денежных источников, типа. Блин. Игра сама по себе-то вот это вот, ну, выглядит-то неплохо и все такое и так далее, но, блядь, сколько же в ней, ну, недоработанных вещей, как по мне. Ну, то есть вот это вот именно кооперативная тема. Игра не начнется, пока не наберется 4 игрока. Да ебать, но можно в соло, типа, отыграть, это так же, все, ну, то же самое. Или тут прям, ну, обязательно должна быть херня. Точнее, тут, или тут есть именно карта, которая, ну, где без второго игрока не обойтись. Ну тогда уж добавьте ящик, ну чё, блин. Брезгуете, что ли, ящик поставить? Что там? А почему в батах? Это тестеры играют? Нет, это игроки. Ну, может и тестеры. Они такие интересные. Отправляйте нам баг-репорт, типа там, и так далее. То есть они такие, типа, подумали, ага, игроки могут стать нашими бесплатными тестерами и отправлять нам баг-репорты в Дискорде просто. Ну, типа, лол, гениально, типа. Genius movement. Да. Устройся к ним. Да они меня не возьмут. Я уже сколько раз к ним пытался устроиться. Ебал я в рот. Они ж не станут слушать идеи там и так далее. Они же сами там по себе типа такие дохуя умные. У них тут еще даже в принципах это, по-моему, было Возьми отображено. сейчас и скажи им, напомни точнее. Все имеют второй шанс. Да, да, да. Так. Вот. Профессионализм. Мы переходим от волонтерского подхода. Мы переходим от волонтерского к подходу, основанному на профессионализме. Типа. Наша цель привлечь профессионалов и специалистов в отрасли и повысить квалификацию наших сотрудников. Мы будем постоянно повышать все стандарты и практики, стремясь стать компанией, которая заслужит наше доверие и восхищение. Ну, типа ваше, наверное. А, хотя они тут пишут наше доверие. Компен. Смотри, там так и написано? А, company. Нет, правильно. Your trust. Ну? Подожди, а что за хуйня? Почему так дерьмо выходит вот тут? Окей. Повышаем стандарты разработок. Ключевой задачей является создание высококачественных инновационных игр. Блин, я вот вообще реально не понимаю, что за бред вообще насчет инновационных игр. Ну, ладно, вот эта игра, насрать, но как игра жанра может быть инновационной? Ну, типа, что они там могут засунуть? Я вот пытаюсь просто представить, типа, что там может быть и так далее. Ну, если это инновационная игра, что-то новое, да, то ДБД, скорее всего, нет, отпадает. Потому что уже было, очевидно.
Потом, ну, типа, хз. Просто Prop Night уже существует, хоть, ну, не знаю, играть в него или нет. Без понятия. Опять шутер с Prop хантом делать, ну, тоже полное говно. Может быть, разве что попробуют сделать какую-нибудь херню, которая будет включать в себе, ну, какой-нибудь другой жанр из разряда... Ну, короче, есть несколько вариантов. Например, первое, это прop-хант жанр игра, в котором вот эти вот мимики должны добраться от точки А до точки Б, не спалившись. Или что-то в этом роде, короче. Второе, там, не знаю, прop-хант, типа, ну, с режимом строительства. Они должны построить башню в течение какого-то времени и не попасться на глаза охотнику пропа. Что еще можно сюда всунуть? Я хуй знает, блядь. Сингл проп хан, прикинь. Ну, сингловый. Не, вряд ли. У них никто игру не купит. Они не будут создавать сингловую игру. Они сейчас по большей части уповают на какой-нибудь, блядь, онлайн хуйню. 100%. У них даже вот Kickstarter есть. Уже $416 собрали. То есть у них ну, они создали несколько источников дохода, ну, как бы, мерч, типа, Kickstarter. Они, конечно, не сразу получают эти деньги, но тем не менее, типа... По-моему, даже, ну, как работает Kickstarter, я не знаю. Но по логике вещей оно должно работать как... Ну, допустим, 29 дней пройдет, да? И сумма останется такой же, или, ну, скажем, она просто не дойдет до конца. Тогда вся сумма здесь накоплена, она вернется обратно к отправителям? Или все-таки... Чё? Типа, вот интересно. Но я думаю, что по логике должны вернуться к отправителям обратно. Но это как-то, ну, не знаю даже. Они в любом случае, отправители, скорее всего, должны, ну, потерять деньги, какую-то энную копеечную сумму с комиссией и переводов, что-то в этом роде. Ну, не знаю даже. Какая-то конвертация, наверное, все-таки пройдет и что-то потеряет. Но, думаю, должно так сработать. Мне кажется, тут должен появиться какой-то реально, типа, шейх, топ-донатер, так сказать. Какой-нибудь меценат, который им даст прям дохуище, вот прям закроет весь этот гол. И я вот не понимаю, а что это дает? Вот что это дает? То есть вот эта вот игра, она выйдет в релиз, если она доберется до конца, или что? Вот этого я не понимаю. Тут еще другой Kickstarter есть. А, это он же. Сингапур. Take action, support, Kickstarter campaign. Ну да, вот только это. Я полгода уже играю с Kickstarter на телефоне. А, да? Топчик игра. А что за игра? Games.
Amberleaf. Altered Alma. Блин, тут походу вообще прикольно. Годус. Проект Годус. Ну, нифига. Полностью поддержали. Сколько собрали? Жестко. Простая, она залипательная, типа пальцем мира взять. Годус. Интересно, интересно. В Сингапуре находится. Что тут написано? Майтон of Fantastica выпускает The Day Before, которая в одно время становится самой желанной игрой в Стиме в 22-23 году. Также была множество раз показана на мероприятиях Nvidia. Из-за технических причин бля, вот подожди-ка, что нахуй? Technical issues? Issues. Из-за технических проблем и низкого рейтинга игра была снята с продажи в декабре 2023 года. А все средства были возвращены. После финансовых потерь Fantastic была закрыта. Из-за технических проблем и низкого рейтинга. Так это... Технические проблемы и вызвали низкий рейтинг вообще-то, типа. А не ИИ, как бы. Ну ладно. Ничего такого они не имели в виду, наверное. Бля, вот самое что ебаное, да? Вот за этой компанией, вот за Фантастиком 2.0 все еще братья, да, сидят? Наверное. Есть инсайдики, кто-нибудь знает? Они, думаете, справились? Или они уже там вообще не сидят у руля? Хотя по-любому сидят, мне кажется. My life is a dream. I work remotely from home. Чел.
Не, ну тут прям ажиотаж у них, ажиотаж. Народу много. Bro, you're also here, bro. If this actually an attempt to do something properly and not another scam and runaway attempt, asking for crowdfunding as first step again. Ну, вообще, да, вот он пишет нормальные вещи, типа. Вот если бы, короче, вы пояснили, типа, всему миру вообще, ну, как бы... Прежде чем возвращаться и создать краудфандинговую какую-то хуйню, типа, вы могли бы вообще, ну, как бы, ну, пояснить насчет The Day Before, типа, что вообще там произошло. Типа, какого хуя вы много раз переносили игру, какого хуя вы вообще, ну, на Unreal Engine 5 перешли с 4, типа. Чё, кого и так далее, блин. Но... Они на это явно отвечать не собираются. Хотя у них тут, ёпта, один из принципов это вот прозрачность, transparency, ёпта. Будем общаться. Честность, вот, прежде всего. Openly communicating. Когда же это случится? Когда же не расскажут, что вообще происходит у них там? Ну, не то чтобы вот прям на них свет клином сошелся. Просто сегодня мы о них разговариваем. И так, но тем не менее. Че, подожди, я, наверное, неправильно понял, но что ты написал? Что касается ТБД, мы признаем, что конечный результат не оправдал ожиданий. Мы берем на себя всю ответственность за это. Наши амбициозность и цели в сочетании с инди-бюджета и небольшой командой привели к тому, что мы видим сейчас. Мы понимаем, что вернуть доверие аудитории это будет непросто, но это не значит, что ничего не нужно делать. Мы полностью мотивированы вложить и вложим вот эту мотивацию в наш следующий проект. Надеемся, что мы оправдаем ожидания. Подожди, блядь. В смысле инди-бюджет, нахуй? Там же... Дохуя бабок было влито. Не? Вообще же пиздец, как дохуя денег было влито в это все. Ну типа лол, там сколько денег было? У меня босс такой был, дайте бабла. Ну не такие, блядь, я хуй знает. Ну, опять вот, типа, ну, как будто бы я хочу им поверить, но в то же время, блядь, очевидно, скорее всего, какая-то, ну, хуйня, я не знаю. Свою компанию и бабки просрал, потом ходил, собирал бабки с народа под мутные какие-то проекты. Ну, типа такое себе, наверное, в плане... Ну, что они могут сделать? Всего лишь 16 тысяч долларов, типа. Или 15 тысяч чем-то там. Что они с этими деньгами сделают?
Ну, для того, чтобы просто взять эти бабки и съебаться, типа, в закат, ну, как-то мало, типа. Сумма такая, как будто бы не супер высокая, и в то же время, ну, типа... Как раз таки для того, чтобы существовать в протяжении какого-то времени. Я вот хочу глянуть, типа, ну, это вот... Их реально всего 9 людей? Вот как это вот интересно? Ведущий модератор. Ну, здесь вряд ли сидят братья, да? Тут чисто вот реально, ну, работяги находятся. Вот, разработчики. А это, скорее всего, реально манагер какой-то. Ну, то есть это, ну, такой. Видно. Да, прям... Денег даже на свои Discord профили не жалею, да. Суппортеры. Уже 11 суппортеров. Go Fantastic вакансии есть. Нет, конечно. Ну, с какого хуя они, ну, станут брать новых людей? Я уверен, что они, типа, сами... Не то чтобы с концами, ну, блин... Не знаю даже. Партнершип. Не, это очень наивно думать, что им требуются новые люди. Я уверен, они это прям, ну, типа... Если они реально, типа, собираются создавать какие-то либо игры и там прочее, но это прям, типа, Dream Team, короче, вот это вот Dream Team. 9 человек, которые все там, типа, надолго, короче, сели создавать игры. И если даже они будут брать каких-то новых людей, но, скорее всего, ну, людей не таких вот. Ну, скажем, как я в плане джунов, типа. Только сеньоров, скорее всего, будут брать. У них запросы, я уверен, прям высокие. Это вот как бы, ну, все думают, что у них, типа, как бы это сказать... Сейчас мораль низкая, вся хуйня и так далее. Но то, что они вот вообще вот здесь находятся, вот эти вот люди и там прочее, то, что они вот это все вот сделали, ну это либо отчаянно какая-то хуйня творится, либо они уверены в чем-то. Либо они, им супер похуй, и они просто собираются залутать бабок и съебаться. Ну типа, kinda. Но тоже вряд ли, потому что я не знаю. Ну чтобы эта игра существовала, к примеру, да, я не знаю. Что тут надо сделать, типа, ну... Я вот одного понять не могу, как эта игра работает в плане...
Она как будто бы работает посредством peer-to-peer соединения, типа, то есть пользователь присоединяется к пользователю, то есть пользователь становится серваком, и другие пользователи присоединяются к нему. То есть они не, ну, скорее всего, и брали какие-то сервера и там прочее, чтобы там данных игроков собрать, там прочее. Ну, сколько они отдают этим сервакам? На первое время там, ну... L'anima aperta, faccia a faccia con te. Сколько денег у них может уходить? Мы когда вот думали над серваками нашей собственной игры, там сумма была просто типа 3000 рублей в месяц, короче. Понимаете, да? 3000 рублей в месяц. Если это, ну, если это скам, и они просто взяли там, ну скажем, не то что 3000 рублей в месяц, ну скажем, ну 10 тысяч, 15 тысяч рублей там на какой-нибудь нормальный сервак, типа, взяли и потратились, чтоб там могло играть одновременно, ну, не знаю. Ну, сколько игроков там может быть? Ну, может, десятка будет, 10 тысяч, типа, или 1000, там, не знаю. Но если они прям нормально подэтовали, то не знаю даже. Они говорят о прозрачности, но прозрачности как таковой, ну, как будто бы нет. Каких-либо официальных этих заявлений и видосов я что-то не вижу. У них вот, конечно, ну... Так, есть вот YouTube, да? Но у них на YouTube только одно видео, это Escape Factory трейлер, и все. Больше нихуя. То есть тут заявление от братьев и там прочее нет. Чтобы они тут такие, типа, вдвоем стояли, и, ну, и типа, ну, хуй знает, извинялись там, еще что, или поясняли, что случилось. Да, мы немного, типа, ебанутые были, нахуй, нам, типа, ну, звезда в башню ударила, или деньги ударили в голову, или еще какая-то хуйня, типа, власти, еще чего. И мы такие подумали, что мы дохуя гениальные люди и должны, ну, типа, там, ну, дохуя ошибок же у них было, типа, с 4-го Unreal, бля, прыгнуть на 5-й, нахуй, сделать дохуя переносов, сделать ложные, ну, типа, вот эти вот маркетинговые вот эти всякие разные ходы по типу у нас там, бля, будут прям нахуй вот это вот прям езда по грязи, вот это вот все на УАЗике, вообще там все вот это вот open world в плане типа там где-то вот по лесу вы ездите, вся херня. Такое. Оно как будто бы должно было быть как extraction shooter, насколько я понимаю. Как Тарков. Ну, с зомбарями, типа, да? Я вообще что-то, ну вот вспоминаю The Day Before, что-то слегка хуевая. Там дача с какого-то хуя была какая-то. Дача, что там было? Этот сраный Нью-Йорк, вообще не понимаю, на какой хуй, блин, Нью-Йорк. Честно бы написали, народ такой любит. Ну да, типа, ну. Надеюсь, они ждут, ну, точнее, ну, готовят какое-то, ну, выступление, типа.
Вот. Let's all donate, блин. Го донатить, да? Ну, давай ему прям напишу. То есть пошел я нахуй, потому что я пишу на русском, или как? Ты, ну, не переведешь, типа это. Ну или... Или к кому мне обращаться? Ну, может, к тебе, чувак, я не знаю, блин. Все-таки интересно было послушать, узнать. Ждать ли такого видео или нет вообще. Видео. Не, видео было бы классно вообще. Или, ну, не знаю даже. Ну, письмо полное говно было бы. Ну окей, блин, давай. А, м, Бля, короче. Да, просто в дипломе ебанул. Ты тут? Блин, расскажи по поводу этого. Будет ли какое-то, ну,
заявление официальное. Не в форме письма, а нормально, так, чтобы видосом или как-нибудь еще. Чтоб вот сами братья или представители такой, типа, вышли и прям, типа, рассказали, что за хуйня была вообще конкретно. Ну, просто... Да, давно не заходил. Просто, типа... Про прозрачность, типа, я имею в виду. Чтобы они такие, типа, взяли и рассказали, типа... Прям видосом, прям нормально, типа, так. А то письмом же это полная хуйня будет, к примеру. Все только засмеют, я думаю, если письмом нечто подобное, ну, вытащат. Ну, то есть, побольше рассказать о том, что вот что происходило вот вообще конкретно вот the day before. И что конкретно из этой, типа, ну, из этого экспириенса вот получили. И потом, что нам еще ждать от Фантастика 2.0, типа, ну, самое главное, типа. То есть максимально честно рассказать про The Day Before, а потом, типа, ну, прям четко, твердо и четко рассказать про, ну, будущее, типа, Фантастика. Что будет, типа, теперь? Как вообще? Какого рода, типа, ну, масштаба, размаха, там, типа, проекты ожидать и всякое такое. Вот что вот было бы, типа, ну, интересно услышать. Вот, ну, а то просто, типа, ну, я вот то, что вижу на сайте, тут просто, ну, мерч продают, какой-то план, типа, и, ну, просто поддержите нас, и, ну, игра как, типа, не знаю даже. В который, кстати, можно было добавить и соло-режим. Множество людей просто не может начать игру, потому что там, ну, ждут четвертого и так далее. Потом еще... Если вот прям конкретно говорить, что чего там, ну, типа, с какие проблемы, вот именно не то чтобы баги, окей, баги это, ну, важно, конечно, но там еще много всяких разных проблем по типу, почему камера после смерти не фиксируется на другого игрока, чтобы можно было так удобно переключаться, это раз, ну, это хуйня. Почему не поставить какую-то типа штраф хуйню за АФК игрока? А то душат игроки. Апдейтнули игру, минимум 2 человека до старта. А, серьезно? Окей. Ну это уже, да, получше. Ну а так по остальным вопросам-то что? Что-то будет, нет? Ждать что-нибудь такое? Все баги пофиксили твои тоже? О, оперативно. Оперативно. Будут ли откровения, которые... на самом деле были бы классным шагом для того, чтобы, ну, типа, люди такие, ну, зато честно, типа, знаешь. Максимальная прозрачность гарантирована. А насчет ТБД пока не владею инфой. Понял. Ну, просто, типа... Не, ну, как бы... Поделиться мыслью насчет того, что вот... Удивительно, конечно, то, что вот раз... и решили вернуться. Это как бы вызывает уважение, с одной стороны, но в то же время, типа, вопросы возникают по типу, ну, раз уж вы возвращаетесь вот под тем же именем, все как бы, ну, вот, окей, да? Тогда следую, ну, если прочитать вот себе ваши планы и там, типа, принципы эти там прочее, то назревает вот как, ну, логический такой вот момент, что должны рассказать, типа, как будто бы. Причем максимально честно, типа, что за херня творилась The Day Before. То есть, ну, с момента его выхода, ну, у многих, типа, ну, жопа подгорела. До сих пор все говорят о The Day Before в очень негативном ключе. Я просто был на собрании геймдева
здесь в Якутске. Там, ну, много всяких разных типа людей были, там типа генеральный директор ЕКТ, там типа вот как его, IT-парк, короче, много представителей. И много всяких разных типа инди-разработчиков, которые типа хотят начать и которые уже начали и что-то делают там. В общем, The Day Before давно говорят. Давно ЕКТ вернулся? Ну, да, в октябре прошлого года. Год еще не наступил, но вот уже наступит в следующем месяце. Где-то к концу, считаю. Где-то я 20 октября, что ли, вернулся, или около того. Или даже чуть раньше, что ли. Да. После ТБД придется еще долго зализывать рану. Я вот, кстати, не знал, что ты там у фантастиков. То есть я это впервые узнал. Я вот вижу, типа, ник знакомый. Блять, я же его, блядь, где-то видел. По-любому все в чате такое думаю. Это прекрасный пример, когда учишь на своих ошибках. Ну, это понятно. Это да. Ну не может же быть такого совпадения. Ну так, чтобы вот так ники совпадали прям. Причем побуквенно. Поэтому я такой сразу подумал, блин. Совпадение или нет, типа. Че, как дела-то вообще тогда? Сейчас вообще, получается, из дому работаете или все в офисе сейчас сидите и там контролите всю эту тему? Время-то сейчас, получается, у вас 8 часов наступает. А, из дома. Нормально. Нормально. Да, 8. У меня вот тут тайское время есть. Вот. Московское, тайское и якутское. Что, получается, в ближайшее время вообще будет жопа, да, у тебя? Сейчас вообще просто полная занятость. Там как-то посменно будете сидеть, что-то делать или как вообще? Жесть полнейшая. А сколько у вас разработчиков там? Ну вот прям по факту реально в фантастике осталось. Вот типа конкретно работающих. Вот реально только 9? А, 10. А кто еще добавил? Клон? А, не, подожди, там же еще типа... Подожди. В натуре я забыл, что тут снизу... А, 10, походу. Ну, если смотреть по Дискорду. Там оффлайн еще есть. Модератор, саппортер. Ты видел, да, мой видос по The Day Before? Мне там еще народ писал, типа, они же стишли ты нахуй, типа. Не боишься, что-то там тебе там... Что что-то случится с собой, там вся хуйня. Когда она только вышла, короче, у меня видео выходило по The Day Before. Так. Вот это. Такая хуйня, блядь. Да, заслуженно, ладно. А, зато видел очень много других видосов.
А ты что, ну вот конкретно ты за что отвечал вообще-то? Что ты это все там прям так лично принял? У нас здесь в Якутске, по-моему, еще ребята с вашей компании, ну типа бывшие ваши сотрудники. Они сейчас типа как инди-разработчики, по-моему, тут ходят. Ходят под названием Ицам Тарьяки. Участвовали на всяких разных этих хакатонах, геймджемах там, короче. И у них так-то, ну, не хуйно так получается. Особенно в прошлом каком-то геймджеме. Siberian Game Jam называется. Я видел там одну их игру, шутерок. С охуенной стрельбой и все дела, прям прикольно выглядело. Якутский лед скользкий. Ну, конечно, блин, как и везде, скорее всего. Хотя, как называется? Чеу. Я на них, по-моему, даже подписан был. Что я просил тут, пока обезьяну гонял? Звучит, да. Так. Recommendations. Game Jam, Dashboard. Create. Не то. Так, ну-ка. Что такое? Блин. Тут же должно быть такое, где... Так, профайл. Может быть здесь? Ну, может тут найду, кстати. Гравитация, первый варп-прыжок, replies. Follows. Got follow. Это мои фолловеры. Replies. Ргрем. No. Что там? Так, может по джему я смогу найти его. Jam submitted, да. Submissions. Да. Так, погнали. Где-то охуенная игра. Сделанная всего за 3 дня, вот что самое охуенное. Как бы... Lost in the Void. Нет. Там что-то Токио называлось. Причем, что самое уебанское во всем этом, они ничего им не дали. Ну, в плане места, номинации, еще что-то, короче. Хотя там, ну, игра просто ебическая. Просто там какая-то сука зашла и вдруг начала ныть о том, что там, типа, опять же, ассеты были какие-то использованы там прочее. И все. И пиздец. Проверить и вся хуйня? Нет, конечно. У меня там с этого капец жопа подгорела, кстати. Этого чувака прям, ну...
Сразу нормально так захуесосил. Firecut! О! Оно. Да, вот эта тема. Во. Лучшая соло игра, ну там, конечно, это не при зрительских симпатий почему-то вот, короче. Ну там, блядь, зрительские симпатии, ну, бля, там остальные разработчики такие, типа, просто глянули на эту игру и подумали, видимо, что... Короче, все громогласно ассеты начали писать. Вот, Энсом Тарьяки, вот они. Вот, Евгений Григорьев, Алексей Максим. Ну, не знаю, может, тут есть твои знакомые? Вот эти вот ребята. Ну, короче, крутые пацаны. Точнее, ребята, там девушка еще есть. Короче, крутую игру сделали на самом деле. За 3 дня там забабахали неплохо. Очень даже. Не знаешь никакого из них? Я почему сказал, что они типа якобы из фантастика? Я вот, короче, ну, там хакатон был в Якутске, новая игра. И там организаторы, короче, презентовали этих ребят, Энсом Тарьяки, вот где я впервые их увидел. Первый хакатон, в котором мы участвовали. Ну, типа геймджем. Они их презентовали как, типа, ну, бывшие сотрудники из фантастика, короче. Я такой, чего, блин? А что они тут делают, типа? Я думал, тут одни новички, типа. Они, знаешь, там, что сделали на этом? Они сделали сетевую игру за 2 дня с видом сверху. И она называлась, типа, Ботур. Просто. Там игра была... Эта тема такая была, типа... Притмал. Тема, типа, ну... Вот народная, национальная, типа, саха и... С этой... Как его... Как там было-то? Тема назвала что-то из разряда... Типа настоящее, прошлое и будущее. Что-то такое. Фантастика обсуждаете? Ну да, то, что они камбэкнулись, типа. Вообще, в принципе. Но не только это. Не только это. Вообще, в принципе, все. Ну, тут конкретно вот про Siberian Game Jam вот рассказываю, про конкретно компанию, говорю, вот. Про ребят Энсом Тарьяки, типа как они вот. Что там создавали и так далее. Вот. Да. Что там уже все, вообще с волонтерской темой закончили, да, уже никого не берете там. Это же вообще супер вряд ли. Типа раньше у вас там сколько народу, там все время типа были, да, эти, как я, волонтеры ходили, выполняли какие-то там, ну, не то что поручения, задания типа. Ну, то есть, получается, это прям Dream Team собранная, типа, 10 человек, 10 разработчиков конкретно, типа. Ну, типа, это обобщенно, типа, написано, что девелоперы. Хотя тут, скорее всего, кто-то 3D-моделер, кто-то там конкретно программист, там, типа, над кодом работает. И так далее.
Идеи. Так и есть. Эх, да. Можешь, типа, ну, рассказать про этот? Ну, не то, что прям конкретно рассказать, что это за игра будет и так далее, но просто я вот пытаюсь жестко понять. Какая вот, типа, инновационная игра может быть в жанре пропханта? Я привел, типа, ну, наскоро придуманные, типа, какие-нибудь, типа, игры с пропхантом связаны. Я вообще что-то понять не могу, что это может быть. Ну, то есть уже ТБД было, типа, ну, Prop Night, или как там называется, Prop Hunt. Prop Night же был? А, Prop Night, по-моему, да. И он до сих пор вот существует, интересно, или нет? Ну, как бы не суть. Ну, короче, суть именно в том, что это будет вообще, в принципе. Вообще не можешь ничего сказать. Вообще. Но она хотя бы фри-то-плей будет? Просто, типа, если она не фри-то-плей, а с единоразовым платежной, типа, ну, системой монетизации, то она же... Ну, хуй знает, купит ее или нет. Хотя, очевидно, что вообще, типа, ставка на Россию не делается. А скорее, по большей части, на другие, типа, страны. А Россия здесь, кстати, чисто ради галочки, как будто бы, я не знаю. Мне такое, на самом деле, мнение слаживается слегка. Благосостояние. Понял. Ну ладно, не буду дальше тебя душить по этим вопросам. Вообще никак не буду. Вообще рад, что у тебя в принципе-то все более-менее нормально. Как... Правда, сейчас у тебя в дальнейшем-то будет вообще полная жопа, скорее всего. Я даже не представляю, что вообще там сейчас творится. Сейчас будем допиливать Factory. Ладно. Так. Я там не помню, я матерился много или нет. Погоди-ка. Да, это другое. Arena Breakout Infinite играет? Да. Я, кстати, увидел, что ты там есть. Может, сейчас сюда пойдем поиграем? Да, пойдем. Arena Breakout. Ну, если тебе самому будет интересно, ты зайдешь на мой канал на YouTube и посмотришь, что самое видео по фантастику. Точнее, конкретно по The Day Before. Так. Я посмотрю сегодня позднее. Окей. Так. Арена. Надо бы дальше мне продолжить изучать. Я ж по Годоту по большей части сейчас девелопом. Типа имею опыт.
Думаю, блять, может в этот перекатиться слегка. На Unity. Небольшой кувырок сделать в сторону него. Потому что есть курс скиллбокса. И он до сих пор у меня доступен. Ну, в плане того, что, типа, блядь... Ну, порой вспоминаю о нем и как-то слегка, ну, обидно, блядь, что я не попользовался им нормально. Надо бы как-то, ну, реализовать его. Да, есть. Фу, слуг. Слава богу, я подумал, они меня отрезали в доступ нахуй к курсам. Чуть не охуел сейчас. Я саунд-дизайном и анимацией занимаюсь. Нормально. Вот это вот говно. Да про 2.0. Что-то новенькое. А он был просто про. Теперь он стал 2.0. По идее, я даже думал, что сегодня начну, ну, точнее, продолжу вот это вот. Да не стоит его брать, как будто, мне кажется. Знаешь, что будет намного лучше? Что меня вот прям нормально так бустануло в плане программирования, вот именно по коду. И освоения движка Godot. Это когда над тобой есть ментор, конкретно ментор, который прям с тобой сидит, сука, в Дискорде, шарит экран, поясняет тебе, что делать, там прочего, вот так вот. Мне просто повезло встретить такого ментора, и он меня, ну, прям нормально так по Godot бустанул. Очень хорошо. То есть... Skillbox он стоит сколько? Выше 100 тысяч, где-то 120 тысяч рублей. 150 может. Ну где-то так, короче. Но не больше 150. Вот где-то вот варьируется от 120 до 150, где-то так. Может, если ты типа сначала заинтересуешься, а потом откажешься, они типа тебе скажут: о, подождите, мы вам сделаем скидку, вся хуйня. Тогда, да, может быть, ты скинешь ценник, но еще ниже. Возможно, даже сумеешь скинуть до 100 тысяч или меньше. Ого, норм сумма. Да там пиздец, реально. Поэтому я думаю, эту хуйню дальше уже, ну, как-то это. А то, блядь, висит нахуй. А куда пропал ментор? Да просто... Не, он есть. Все нормально с ним. Просто... Пока как-то перестали пересекаться по Дискорду. Он все ждет, пока я ему напишу. А я вот все не пишу и не пишу. Просто. Потом он Стан Бурино. Окей. Потом он сказал еще, что как бы всю тему по программированию он берет на себя, короче. Ну, потому что я вот реально, ну, первое время очень быстро, ну, старался прям реально делать всякое, это потом, пиздец, мне запал пропал нахуй, и все, пизда. Он сказал, пиздец, ты медленный, короче. Короче, все я сам буду делать. Я в сроке вообще не улаживался. Мне уже было просто противно смотреть на этот Godot, нахуй, вообще пиздос.
А он все ждет. Да, скорее всего, уже перестал ждать. Ну, вообще была у нас, типа, идея, возможно, полететь в сторону Москвы вместе с Арчиманом. А Арчиман же мне еще новую игру сказал, типа, попробовать создать. Ну, типа, блин, давай, типа, создадим игру. У него еще новая игра появилась. Проверять тут, да-да-да. Конечно. Вот это твоя проблема. Какая? То, что новая игра? Да я вообще ни в коем случае сюда Диму не приплетаю. Загораешься, потом запал уходит. А, ты про это? Ну да. Конечно. Я как бы ни в коем случае не оправдываюсь или еще что, просто говорю как есть. Ну, типа, у меня такая хуйня случилась. Потом Дима еще на меня как бы... Не то чтобы обижался, но скорее разочаровался, сказал, блядь. Типа... Эх ты, блядь. А я на тебя надеялся, типа, пиздец. Я уже 20 лет так тянет бивать, уже сидишь, кодишь. Ну, штука в том, что вот... Ну, хочется другие игры делать, блядь, а не именно эту игру, нахуй. Хуй знает, ну, типа... Творческий хуй вот тут развернешься, типа. Потом из-за того, что я... Ну, не то чтобы из-за того, что... Ну, как-то вот так вот меня прям, ну, запал настолько потух, что я вообще уже, ну... Давненько не приближался к этому. Разве что только чисто по чистому C, по школе 21 программированию, там что-то делаю. По кое-каким еще задачам. Там по Linux, по Decimal. Там типа на чистом C, блядь, собрать библиотеку, которая считает... короче, 20... Ну, Decimal. Он считает, короче, там типа суммы, там... И сделать так, чтобы прям, ну, очень точно он выводил суммы. Там, тест, хуест, там, пиздец, короче. Я на это говно смотрел, охуевал реально. Благо у меня, типа, андроиды, блин. Андроиды по ночам съедают мозг. Так. Ладно, пойдемте с ножом. Хули. Прикольная тема, на самом деле, сходить с ножом. Симулятор папича сейчас будет. Андроид съедают мозг. Андроид. Сейчас воды принесу. Андроиды — это страшные механизмы, ребят. Никогда не ложите андроида рядом с собой в кровати. Первый день лета, курю сигареты, а тебя нету, все равно нету. Первый день лета, спасибо за это, а тебя нету, все равно. Можно уснуть, а можно не спать. Хочешь остаться или сбежать?
Блин, я все просрал. Resources here. Resources here. Так, ага. Так. Вот они, да? Снайпера не убили еще, да? Живой? А, живой. Значит, с той стороны пытается зайти. Но я постараюсь выйти на опережение. Это белая. Я чисто с ножом вышел. А, блядь! Какого хуя? А, пизду, давай. Гоу, гоу, гоу. Блин, как же мне плохо. Да ёб твою мать. Ёбаный рот. Какая ж херня. Сейчас, подождите, нормально отыграем. Я просто это... Заряжаюсь энергией. Ну, я с ребятами из Бангкока играю. И... Короче, когда они ко мне присоединяются, при нажатии плашки предпочтение низкого пинга, у меня 80 или 100 пинга, а у них 200 ровно, или около того. Если я убираю эту плашку, у меня где-то 120, 100 с чем-то, и у них там, ну, 150 или около того. Где-то находится, ну, средний такой, типа... сервак. Это если я, типа, этот, как его... собравший команду, то есть... Это если я таким выступаю. А если я к ним захожу в команду, то все, пиздец. У меня 500 пинг, нахуй. Там такая дичь творится. А так на сотки и на 200, да, играбельно.
Так что реально можем поиграть без проблем. Наша система работает? Какая? А, погоди. Угу. Защита интернета. Вот насчет этого не в курсе. Ну, типа, видимо, вы создали какой-то, типа, купол защитный. Ну, что трафик контролит. Понял. Давно уже. Даже DPI уже не работает против этой хуйни. Они как-то DPI смогли вырубить. Вот так вот это и происходит, да? Да. Если ты с ножом. Нифига себе. Причем нормально такой АКМ. Слушайте, даже удивительно. Не полный кал. Я на этот рейд вообще ни разу не вложился. Фул халява. Но подозреваю, тут какая-то херня работает. Из разряда, знаешь, какого? Как будто бы, если я захожу с ножом белый рейд, то он начинает мне подбирать даже не игроков, а ботов, которые, ну... которые якобы, типа, игроки. Мастер. А, вот это реальный игрок. Онки. Я не понимаю, это дикий, да? Бля, какая бездарность стреляет по нему. Что это было вообще? Вы видели так говно? Что это было? Как будто по гиру игроков ищет. Ну, возможно, да, но типа... Мидзите. Ну, может, игрок настоящий. Не знаю. Не уверен даже. Я, короче, просто почему сомневаюсь? В одной игре я умудрился, чтобы ты понимал, зарезать, блядь, 6 ножом
Думайте в это число, типа, ну, так хорошенько. И что это вообще, ну, как бы, ну, было вообще? Это, ну, немного неадекватная тема, как будто бы. Причем я это делаю, ну, нормально так. Ну, в плане, ну, частенько. Я творю вообще дичайшую хуйню иногда с ножом. Это прям отдельный вид контента и искусства, так сказать. Когда ты залетаешь на белый рейд с ножом. Это вообще, ну, лютый трэш. Почему против меня киберкотлет всегда в 6-м тире? Чисто ради, ну, прикола, попробуй. Возможно, как-то особенно, ну, подбирает. Я без понятия. Но реально, я вот просто такой... Захожу с ножом. Против меня, ну, фулл бомжи. Не то чтобы в плане... Ну, в плане гера тоже, но... В плане навыков и этого, ну, вот просто, типа, какие-то, ну... Я даже не знаю, как их назвать. Ну, это просто... Коробки, блядь, картонные. Чё ты стоишь? Who is this? Чё ты стоишь? Идут, идут. Чего? Подожди. Освежающая газировка. Чувака видел. Ну, жду его здесь тогда. Тупо пробежал. Топно работу работать. Давай. Порви их там, тигр, как говорится. Так, только он на первый этаж пришел, сука. Умник хуев, блядь. Так, средний походный рюкзак. Сюда. А, что-то я. Авангардец.
О, хороший шлем. Состояние имеется в виду. Понятно. Окей. Все не так уж и плохо. А, ну, кстати, его КМ придется забрать. Ну, это прям нормально, как будто народу уже загасил. Хорошечно так. Хорошечно поубивал всех. А что за свежайший напиток? Становится теплее. Так. Фига себе жесткая хуйня. Чё такое? Это, блин, не энергетика, это прям, ну... Что-то незаконное. 15к. 10к. Ну, неплохо. Not bad, not bad. Ну, пиздец, чел. Серьезно. Блин, этот какого ствола было, я не помню. Ну ладно, фиолетово мне не нужно, в принципе. Сейчас спокойно подлутаемся и пойдем отсюда. Вообще не парись. Хотя разве что меня могут напрячь дикие. Ну да, кстати, они могут меня напрячь. Типа челобота. А они как будто бы 100% появятся. Но главное без напрягов играть. То есть вообще не париться. На слабо играешь, нормально. Как будто чего-то придется отказаться. Я прям не люблю выкидывать жетоны. Вот новичка выкину, пожалуй. Там молоко было еще, кстати, надо молоко попить. Нормально, кольцо с бриллиантом. Хорошо. ЛКД, карандашей.
Ну, хоть что-нибудь. Give me something. О, там какое-то дерьмо. Блять, так, тихо, 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 блять, тихо, 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 нахуй, тихо, 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 тихо. Oh, hello, Tata. Nice to see you. If you don't understand why I like so hyped, I found really rare shit. Really rare shit. It's a golden lion. He cost like 1,500,000 shit. Shit, I mean coins. Not coins, coins. Coins. Rare shit, yes. $1,500,000. Yes, yes. Coins. Wingardium Leviosa. How are you, Tata? How are you doing? Today fine? No drinking 9% fucking beer. It's not, but I really think it's not beer. Like I don't know. I'm so drunk. Come on, man. But it's Friday. It's okay. I hope you not working tomorrow. It's a weekend. Like. Жестко, блядь. Сюда. Good thing is tomorrow is off holiday. Oh, nice, nice. It's good. Where are you working? Some music. For you. For me. For you. For me. «20 дней всего». Блин, жесткая херня. It's better off alone. Yeah. You know the words.
Слишком частые попытки. Угу. Продать. Окей. Где-нибудь мы в течение ограниченного времени можно будет найти особый напиток. Во время события освежающая газировка может появиться в чемоданах, спортивных сумках, куртках на ферме и в долине. Камера. Я меняю напиток на камеру. На вещи всякие. Окей. Not bad, not bad. Чё, пошли тогда еще? From zero to hero. Следующая музыка. Next song. О, Любочку, Любу знают все. Любочка, Либо, амор, аморе, либо, любовь. I'm blue, да бади да буда. I can, but after this match, after this raid, it's greatest hits of 19th. Ага. Вижу, сука. Liebe, amore, liebe, любовь. Кто ж не знает Любочку?
Любу знаю все. Собака говно! Урод! Че я так поспешил-то, блин? Вот надо было еще нормально как-то, ну, наверняка ударить. Блин. А. Теперь мы друзья. Нормально. About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da ba dee da ba die, 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 da ba dee da ba die. I'm blue. It's a first gacha song. Go. Many classmates listen K-pop, but I still like. Yeah. I didn't listen good K-pop, maybe on K-pop songs in general have some really greatest hits. I don't know.
It's like after many years, in one single hit, Stay With Me from Japan singer. I don't remember her name. Come over here, bitch! Oh shit! Here we go! Here we go! Oh, сука! My bitch! You are my bitch! Блять, как же мне плохо. I am fucking dying here. What the fuck? Oh shit.
Да блять, иди нахуй. Ебать. What the fuck? Бот убил меня. Ебать. Марис. Марис. Ублюдок. Yeah. Yarının sürah uyarının kıcığı tulu yarın min ayarının el behirini tulu butum min has bahım ay Что-то шипит, непонятно. расуры бутум ди. Ёб твою мать. Не то, не то. Ида будай. Да блин. So listen up, here's the story. Стопы. Вышел такой, блин. Да, примерно так и выглядел, наверное. И бедный чувак со смосинкой.
Так. Тут точно никого не было? Ладно. Ну там точно игроки. Стрельба очень быстро прекратилась. Повсеместно местами, конечно, продолжается. Is there something wrong with them? You brought this upon yourself, as for Wolfsbane. Забавно. Лол, это игрок, сука, я думаю, бот, не стреляй. Блять, а чё я не стреляю? О, боже, это, сука, какой-то Джим Керри меня ёбнул, ну серьезно. Юморист, блять. Он капец долго реагировал же еще на меня. Я стою, думаю, чё это, кто это? Вот охуеть долго, блин. Господи, я давно должен был выстрелить в него. Че за говно, боже. Да надо было вообще с ножом залететь и зарезать его нахуй. Че я с ножом-то не бегал, как психопат? Все. Отныне я психопат. Залетаю, просто режу. Чиканака-нака-нака-нак-так-тау. Чиканака-нака-пака-пук-пук.
Что-то я не вдуплил. В смысле выстрел? А по кому лол? Какого хера эта игра лагает, вообще понять не могу. Извиняюсь. Надо было срочно найти клад в носу. Здравствуй, дорогой мой. А тут другой человек уже. Да, я. Да, тут. Блять, ебаная. Да вы чё, угораете все вместе толпой, нахуй? Ну там ноль, бля. Ты. Не, реально, что это было вообще? Это диглсы были? Какие-то ну, непонятные были. Едрить тут толпа. Блин. В зоне видимости нахожусь. Так. Ну что ж.
Я вот понять не могу, у меня паранойя или ну там реально кто-то есть. Не кажется или не кажется? Какая же точная красивая пушка. How dare you? Accept your derrota, cabrón! Что-то говорит про рот мой. Come here! Something for you! Угу. Угу. Есть. Хороший гир был у чувака. И сам, он, наверное, мужиком был нормально. Ну, естественно. Ну, естественно, блядь.
Чё ж я так затупил-то? Я ж прям знал, что... Элитного врага уничтожьте. А, вот это вот элитный чел. Пионер. Бля, какие треки, что происходит? Together. We gonna leak some dicks.
Падла ебаная тварь, косарь. Он как будто даже испугался. Он с наушниками был. Че он тупит? Долго так смотрит еще на меня. Что, типа... Что это было? Кого я убил? Что он хотел от меня? Чисто вопрошающе так взглянул. Кто ты, воин? Да. Не, ну сегодня я льва нашел. Это уже супер-пупер. Блин, чисто мое любимое место, бля. Да прыгни, блядь, ебаная, сука! Боже мой. И стоит, ебать. Дон, блядь. Дон, передон, блин. Ладно, я заебался, если честно. Пойду спать. Завтра заведу пораньше. Всем спасибо.